Всем привет, друзья! Сегодня я покажу, как довольно просто сделать очень красивый клинок из доступных материалов. Я не знаю, как называется этот вид дамаска, я назвал его мятая бумага. Для этого я заранее подготовил паковки из рессоры, подшипника и старого напильника. Обкладываю рессорой полоску подшипника и точно так же обкладываю полоску напильника. У нас получается два трехслойных пакета с одинаковыми обкладками и разной начинкой. Все сопрягаемые поверхности я зачистил и прихватил электросваркой края пакетов. Теперь поочередно помещаю пакеты в горн, разогреваю и посыпаю бурой. Произвожу кузнечную сварку под молотом. Итак, я получил два трехслойных пакета. Помещаю между ними полоску рессора и подшипника. Вновь собираю в пакет и повторяю сварку под молотом. Теперь моя задача вытянуть пакет на длинную полосу, но при этом достаточно толстую. Представь себе беспроводные наушники, работающие 20 часов без розетки и 4 часа от одной зарядки. Влагозащитные. Да, можно помыть под краном. Отдающие 11 команд смартфону. Представил? А теперь умножай на 2. CG-Pods 5.0 и CG-Pods Lite. Нет, они не одинаковые. Брутальный внешний вид CG-Pods 5.0 как будто создан для спортзала, а кейс выполнен из авиационного алюминия и выдержит больше, чем ты сможешь взять на бицепс. Если только ты не Халк. CG-Pods Lite легкие и незаметные, подойдут любителям шпионских игр, а корпус антистресс позволит успокоить нервы, даже вися на волоске от провала. CG-Pods 5.0 и Lite стоят одинаково – 5490 рублей. Это в 4 раза меньше популярного фруктового собрата, а возможностей больше. Производитель дает год гарантии, а если что, обмен на новые без ремонта. Переходи по ссылке в описании и вводи промокод Сварога200. Получи дополнительную скидку 200 на любые модели наушников CG-Pods. Теперь, используя фасонный боек от пресса, я сминаю полосу в гармошку, шаг за шагом. В процессе у меня упало давление газа, замерз баллон, поэтому пакет не догревал как надо, и он у меня расслаивался по шву. Но это ничего страшного, все еще сварится.
Теперь я сминаю нашу гармошку очень плотно, в один брикет. Полукруглые концы полосы я обрезал, они нам не нужны. Приварил палку-держалку и принялся сваривать все в монолит. Сначала уплотняю на молоте, попутно проваривая, а затем и на прессе, на фасонных бойках. Придаю квадратное сечение. Далее нужно вытянуть на квадратный пруток. Пруток я разрезал на 3 части. Одну закручиваю влево, 2 закручиваю вправо. После скрутки проковываю их обратно на квадрат. Перед сваркой их между собой я в обязательном порядке шлифую сопрягаемые стороны. Также стараюсь сопоставить грани закрутки, чтобы рисунок казался одним целым. Теперь аккуратно с бурой провариваю под молотом. Чтобы сделать острие красивым, я отрезаю кусочек под углом от одного края заготовки. Поскольку все прутки одинаковые, нет разницы, от какой стороны отрезать. Затем я вручную на наковальне перегибаю острие, как бы оборачивая лезвием клинок. Теперь оттягиваю хвостовик, и ковка окончена. Наша паковка толщиной почти 1,5 см. Если мы хотим получить красивый рисунок, то именно так и нужно оставлять металл под шлифовку. Мне придется сточить по 5 мм металла с каждой стороны, чтобы добраться до самой красоты. Ну вот и все, теперь клинок чуть больше 4 мм. Его можно отслесарить. Хочется какой-то очень красивой формы, чтобы максимально открыть рисунок. Я решил вырезать наподобие шашечного большого дола с каждой стороны. Затем на гриндере я снимаю спуски. Теперь клинок можно закаливать. Сделаю это в растительном масле. После закалки непременно следует отпуск. Минуточку внимания.
хочу показать вам ножи, которые у нас остались в наличии. Это Карачаево-Черкесский нож-бычак, выполнен по технологии земляного ножа. Куябрик из рессорно-пружинной стали. Еще один такой же куябрик. И нож по проекту «Самый прочный нож» из черного дамаска. Видео об изготовлении такого ножа есть у нас на канале. Все актуальные ножи, а также обзоры на эти ножи вы найдете на нашем лайв-канале. Ссылочку я оставлю в описании. Также подпишитесь на наш телеграм-канал. Там тоже часто бывают ножи, которые в продаже. Я дослесариваю клинок до конца и приступаю к полировке. Травить клинок буду в растворе азотной кислоты. Ну вот и все, клинок готов. Если бы не супер доставка Почты России, то вы бы увидели процесс изготовления рукояти в этом ролике, но увидите в следующем, который, я надеюсь, выйдет очень скоро. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось. Поддержите канал подпиской, если еще не подписаны. Всем пока и до новых встреч!